Дмитрий, добрый день. Да, здравствуйте. Вас сегодня видеть, помочь скажите, пожалуйста, почему вы сегодня пришли в зал номер 7? Ну, мне очень было любопытно, поскольку я слежу за этим процессом по интернету, по публикациям в прессе. И хотелось это увидеть своими глазами. Ну, собственно говоря, как и очень многие, и мои коллеги, и какие-то, так сказать, более важные такие представители нашей творческой элиты приходят сюда. И, во-вторых, наверное, это желание как-то морально поддержать нынешних сидельцев, потому что, я думаю, то, что они здесь находятся, это отчасти, наверное, и по нашей вине, с нашего молчаливого согласия или безразличия, в общем, скажем вот так. Потому что если бы это было бы таким массовым явлением, наверное, это как-то воздействовало бы на власти. Как вам кажется, чем может закончиться процесс, по ощущениям, по вашим? Не знаю, говорит банальные слова о том, что хочется надеяться на лучшее. Ну да, мы все надеемся на лучшее. Но в то же время... Для таких надежд, как вам кажется? Основание, если вдруг у того человека, от которого зависит это решение, вдруг возникнут такие обстоятельства, что он поменяет это свое решение, да, и что он смилостивится, то, значит, тогда Платон Лебедев и Михаил Ходорковский окажутся на свободе. Ну, скорее, не судебные обстоятельства. Думаю, что да, наверное, какие-то политические, экономические, достаточно сложные. Спасибо. Вот такое у меня ощущение. Существует мнение очень расхожее, что это политически мотивированный процесс, а вы с этим согласны? Ну, насколько я его себе представляю, да. Думаю, да. И об этом как раз недавно совсем и говорил также лауреат Нобелевской премии, вы потом уточните его фамилию, да, американский писатель, который получил Нобелевскую премию за мир и который сейчас выступает в защиту Ходорковского и Лебедева и проводит какие-то общественные акции, там, ужины и так далее, с тем, чтобы создать какую-то такую общественную волну. А как бы вы отнеслись к такой перспективе, если бы, например, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, например, обменяли на кого-нибудь из российских шпионов и таким образом избавили от необходимости сидеть в тюрьме, но при этом выслали за границу? Ой, я, наверное, был бы счастлив от такого решения, но я боюсь, что Михаил Борисович, он такой упертый человек, а поскольку потребуется признание его вины, а он сказал, что он признавать этого не будет, там, в отличие от Игоря Сутягина, да, то, я думаю, навряд ли такое случится. Но если бы это случилось, наверное, это было бы очень здорово, и это было бы хорошее решение и для наших властей как-то развязать этот неразвязываемый сейчас узел. Вы сказали о том, что вот все, что происходит в этом суде, в какой-то степени зависит и от нас, по крайней мере, мы могли бы повлиять. Как вы считаете, российское общество сегодня готово к тому, чтобы оказать сопротивление тому, что происходит здесь? И вообще за рубежом очень много обсуждается все, что происходит в этом процессе. У нас нет, у нас гораздо меньше. Как вы считаете, вот состояние общества какое сейчас в России, вот если говорить об этом процессе? Оно очень какое-то, как в свое время Юрий Афанасьев назвал наше общество, агрессивно-послушное большинство. Вот оно так, к сожалению, за эти практически 20 лет, когда он это сказал с трибуны Верховного Совета, оно практически ничего не изменилось. Мы по-прежнему остаемся агрессивно-послушным большинством, и ничего не меняется. Я помню, что... тем более вы вот сравнили, допустим, там с западным обществом. Но вот, скажем, я помню, в свое время меня поразило, когда я в Венеции увидел имена погибших подводников подлодки Курск, да, которые были написаны на стенах. Они горевали, у них по этому поводу проходили какие-то массовые мероприятия, да, куда они выходили со свечками и так далее. То же самое было и по Беслану, и по Дубровке. Мы оказались в этом смысле совершенно пассивными. Мы, потому что это, я себя считаю частичкой этого общества, точно такой же, как все остальные.
Скажите, пожалуйста, очень много известных людей посещают этот процесс, как актеры, спортсмены, Да. политики, писатели и так далее. Как вы думаете, должны еще сюда приходить очень известные люди для нашей страны, чтобы посмотреть этот процесс и как-то передать это настроение, свое мнение обществу, чтобы общество как-то изменилось? Ну, вы, собственно говоря, уже и ответили на свой вопрос. Да, это и моральная поддержка сидельцев, и это какая-то небольшая попытка воздействия на общество и на судебную систему в том числе. И чем больше будет приходить публично известных людей и каких-то авторитетных людей, уважаемых людей, тем будет только лучше. И уж совсем будет, так сказать, вершина всего этого, когда и наша церковь наконец-то заступится за них. Спасибо большое. Спасибо вам.